Зачетные книжки первых студентов, личные вещи профессоров, уникальные фотоснимки. По этим многочисленным экспонатам можно воссоздать более чем 140-летнюю историю университета. Музей был открыт в 2002 году. К этому моменту историки ТГУ провели масштабную работу по сбору материалов для музейных фондов. Первоначально, конечно, мы ездили к различным родственникам профессоров, преподавателей. Иногда даже выезжали за пределы Томска, в другие города, где встречались, в том числе в Москве, с родственниками бывших профессоров, которые работали в дореволюционное время, в советское время. Исторические материалы, которые удалось собрать, выставлены по хронологическому принципу. Одна экспозиция, одна эпоха. Особую ценность представляют личные коллекции семей, которые связали свою жизнь с вузом. Иногда это целые династии ученых ТГУ. Среди персональных коллекций в музее есть уникальная коллекция семьи Благовещенских-Чистяковых. Вот персональная, коллективная фотография этой семьи. Из 9 детей семьи Чистяковых 5 получили высшее образование. В университете создалась студенческая семья. Любовь Чистякова вышла замуж. И вот эта фотография является тоже довольно уникальный, это практически свадебный снимок. Сохранилась у нас и зачетная книжка Любви Чистяковой, где оставили свои автографы более 20 профессоров университета, как то Куляпка, Иосифов, Крылов. С помощью таких материалов можно представить, какой была студенческая жизнь в царской России и последующих эпохах. К примеру, из альбома 1893 года первых выпускников университета можно многое узнать о студентах того времени. Этот экспонат действительно вызывает излюбленный интерес, конечно же, первокурсников, дабы посмотреть на своих предшественников, как они выглядели с бородой, в форме, которая была свойственна всем университетам Российской империи. Ну и здесь тоже вопрос всегда задают, что это за плюсики или крестики. Это помечал тот человек, кому принадлежал альбом, кто уходил из жизни. Личные вещи студентов и профессоров – это не только документы и фотографии, но и различные приборы. Интересно, что спустя много десятилетий они все еще работают. К примеру, вот этот телефон принадлежал профессору из ТГУ Боду Германовичу Иоганзену. Такие модели выпускали в нашей стране в середине прошлого века. Иногда во время экскурсии он звонит и удивляет посетителей. Сотрудники музея работают в постоянной связке с учеными-историками. В 90-х годах на историческом факультете ТГУ шла работа над большим биографическим словарем профессора Томского университета. В его основе источники, которые стали потом фондами Музея истории ТГУ. 6 томов в 8 книгах вы видите на этом столе, за которым когда-то работал первый ректор Императорского Томского университета, профессор Николай Александрович Гизехус. Коллектив студентов, сотрудников музея на протяжении практически всех этих лет напряженно работал над ним. И, по сути дела, это работа над словарем и работа над экспозицией университета, она развивалась параллельно. Среди других совместных проектов с историками ТГУ ряд монографий, посвященных сотрудникам университета, что ушли на фронт в годы Великой Отечественной войны. Фотографии, которые тех, кто погиб на фронте и не вернулся уже в университет, они составили костяк той замечательного движения под названием «Бессмертный полк Томского университета». Также совместными усилиями пополняется галерея профессоров Томского университета в главном корпусе. В 2018 году в нее вошли 10 новых портретов. Сейчас сотрудники музея работают над каталогом персональных коллекций ученых ТГУ. Где бы содержалась информация не только о самой коллекции, полная информация, но и о дарителях. То есть таким образом мы бы смогли увековечить их имена в истории, потому что это на самом деле очень важно. Ну и, конечно, хотелось бы сделать этот каталог широко доступным, с помощью как раз-таки электронных средств, с помощью интернета. Коллектив музея планирует в будущем расширить экспозицию за счет выставки, посвященной последним десятилетиям. А материалы из прошлых эпох продолжают быть основой для создания новых проектов и научных работ.